Приветствую, друзья! Поговорив о младшей модели компании, которая, кстати, успела снискать некоторую популярность, я предлагаю перенестись в другую крайность и рассмотреть их флагманские наушники ZCreal Fusion. Базируются они на одном динамике целых 6 фирменных арматурных излучателях, среди которых 4 производства Sonion и 2 от Nose. Круче, как говорится, не придумаешь. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в просто огромной коробке с логотипом производителя и полным списком технических характеристик. Из важного отметим гибридную схему излучателей из одного динамика и 6 балансных арматур, чувствительность 118 дБ и импеданс равный 22 Ома. В комплект нам положили отличного качества плотный черный бокс, пару пенок и целых 3 набора силиконовых амбушюр. Классические черные насадки, те самые просто потрясающие насадки с зеленым сердечником, которые я очень хочу приобрести в свою коллекцию, а также серые амбушюры с широким сердечником. Кабель тут витой, достаточно плотный, с гибкими заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером, в моем случае на 4,4 мм. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил примерно равным 0,227 Ом. Значения немного плавают, но все в пределах нормы. Чашечки выполнены из какой-то смолы, прикосновение к которой мне лично кажется очень приятным. Компенсационное отверстие привычно направлено назад, а с внутренней части находится надпись, выполненная подозрительно знакомым шрифтом, и металлический звуковод с ограничителем посередине. Все это, хотя и не на 100%, но намекает на OEM-производителя, делающего для таких уже порядком нашумевших брендов, как Yanyin и JQ. С внешней же части имеем абстрактные черные текстуры и логотип компании. Выглядят наушники стильно, комфортно сидят, отличная звукоизоляция, то есть все просто шикарно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут достаточно внушительный по длине и амплитуде импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,7%. Заявлено было, конечно, 0,4, но в любом случае все, что меньше единицы, считается очень хорошим результатом. Фаза, как видим, немного смещена относительно нуля. Думаю, это из-за кабеля, такое уже много раз наблюдал. Зато затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекундам, причем практически без возмущений. Разница между амбушюрами с узким сердечником, как видите, практически отсутствует. А вот насадки с широким горлышком дают заметно больший прогиб на 11,4 кГц, а значит, высоких с ними будет чуток поменьше. Вообще же АЧХ здесь имеет подъем низких частот на 11 дБ с довольно пологим таким заходом на середину, куда менее внушительное выделение области разборчивости с пиком на 2,3 кГц, имитацию ушной раковины на 4,3 кГц и заметное усиление частот от 7 до 8,5 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам дополнительно подсветили частоты 13 и 16 кГц, чтобы подчеркнуть разнообразные затухания и хвосты перкуссионных инструментов. Почти все здесь акустически оправдано, за исключением того самого диапазона от 7 до 8,5 кГц. Обычно его поднимают куда более узким спектром. Говоря о звучании Fusion, хочется отметить какую-то просто сногсшибательную прозрачность, естественность и однородность построения всего музыкального полотна. То есть здесь нет стыков, на которых можно было бы явным образом сказать, что тут заканчивается один и начинается другой излучатель. Все грамотно состыковано, идеально сбалансировано в плане тональности. В разрезе частот мы имеем очень глубокий, хорошо текстурированный бас, чуть теплую, объемную и предельно выразительную серединку и немного подчеркнутые сверхразборчивые высокие частоты. Подача же, как и положено в данном сегменте, прекрасно сочетает в себе и музыкальность, и техничность. Общий тональный баланс немного смещен в теплоту, но исключительно, чтобы добавить в звук тот самый аудиофильский аналоговый окрас. Детализация, как вы поняли, отличная. У тембров есть свойственный им объем и глубина, и все это сопряжено прекрасной передачей эмоциональной составляющей трека, драйвом и теми самыми затуханиями струнных и
перкуссионных инструментов. Причем их хвосты не смешиваются, буквально приглашая нас участвовать во всем этом пиршестве аудиальных узоров. На слух это просто мега круто. Однако сразу к бочке меда добавлю и ложку дегтя. Наушники получились очень чувствительными к качеству материала. Если запись свистит, то этот свист вы точно, друзья, не пропустите. Думаю, виной тому то самое плато на верхней части диапазона. Естественно, сравнивал данный момент с несколькими конкурентами, дабы разобраться в вопросе. По итогу свистят абсолютно все. Что верно, наушники не должны вмешиваться в мастеринг. Однако Fusion этот момент еще и подсвечивает, отчего получается довольно-таки резко. Не скажу, что это прямо критично, но подобная особенность у модели имеется. По поводу сравнений мне тоже есть что сказать. Как раз под рукой оказалось внушительное число аналогичным же образом настроенных наушников. TRN ST5 великолепный для своих денег, но на фоне героев обзора звучат значительно проще, с уклоном в нейтральность и четкость. LED Shower D13 дают еще более четкую картину. В них уже хорошо подчеркнута мелодика, но весь запал, видимо, ушел на разрешение. То есть модель максимально про технику и лишь чуть-чуть про красоту звучания. Хотя тоже за свои деньги, несомненно, шедевр. Их мы подробно разберем в будущих обзорах. Дольше же всего я задержался на сравнении Fusion с Kinera Hodor. И здесь, пожалуй, дам скорее вкусовую оценку. Hodor, на первый взгляд, хотя и уступают в разрешении, но, возможно, за счет трех разных типов излучателей создают еще более увлекательную картинку, в которую он буквально затягивает. Разбирая по параметрам, во всем у них примерно паритет. Но если Fusion ставка делается на максимальную прозрачность в совокупности с музыкальностью, то в Hodor детализация проявляется как бы на периферии, а главный туз – это непосредственно погружение в материал. Понятно, что все это вкусовщина, и при недолгом прослушивании Fusion не оставит Hodor ни малейшего шанса, но на самом деле обе эти модели одинаково прекрасны. Так что деньги, которые за эти наушники просят, на 100% соответствуют не только своей начинке из кучи дорогостоящих излучателей, но и с точки зрения их звучания. Стилистически не вижу вообще никаких ограничений с поправкой на качество материала. Слушать тут можно все, от чего-то мелодично-вокально ориентированного или даже мультиинструментального до агрессивных электрических или электронных жанров. А как здесь звучит оркестровая музыка, это просто потрясающе. Прекрасная прорисовка каждого из тембров, вне зависимости от того, где именно он находится. Глубина, объем, воздух, точность позиционирования, ну вообще сказка. Причем делается это на свойственном им уровне, то есть куда лучше, чем это было, например, у TRI Kai. По источникам наушники, хотя и тоже не особо придирчивы, но в связке с Duno DTS 500 результат лично меня не очень устроил. А вот Shanlink UA3 стационарной связкой SMSL DO100 и усилителями HO100 и HO200 вот прямо шикарно. Впрочем, вряд ли кто-то будет покупать столь дорогие наушники к откровенно бюджетному плееру или ЦАПу. Чаще бывает вот как раз наоборот. По насадкам, если взять зеленым сердечником, то звук будет максимально четким, сбалансированным по частотам и, что называется, рельефным. Полностью серые, на мой взгляд, сохраняют ту самую изысканное звучание и заметно понижают яркость. То есть с ними, как и с пенками, можно хорошо так ослабить тот самый спорный пик на высоких частотах. Ну а черные дают средний по палате звук, с ним он становится каким-то угловатым и простым, оттого я лично их почти не использовал. Менять кабель тоже пробовал, установив Kinera Grammar. Однако тогда мы лишаемся эффекта приближения сцены и легкого фазового сглаживания. Мне, в общем, понравилось и с родным кабелем, и с Grammar, но с родным чуть больше. Слишком уж интересно при этом атмосфера получается. Но все это прямо оттенки оттенков, то есть для вообще ценителей. Меня же сильнее всего в героях обзора поразила та естественность, с которой они сочетают точность прорисовки и ту самую вальяжную мелодичность, благодаря которой буквально проваливаешься в музыку. Такой звук с бюджетным никак не спутать, даже если сильно постараться. Все детали, текстуры, их сплетения буквально как на ладони, при этом нет никакой сухости, задавленности или отстраненной нейтральности. Заместо них просто потрясающая выразительность, объем, насыщенность и мелодичность. Это действительно затягивает, причем перейти потом на что-то попроще кажется чуть ли не оскорблением для собственного чувства прекрасного. Я вас, друзья, в этом плане предупредил.
Итогом флагманские гибридные 7-драйверные наушники ZKreal Fusion отлично выглядят, удобно сидят, прекрасный набор насадок в комплекте и явно продуманный производителем кабель. По подаче же это превосходный по динамике и глубине бас, по аналоговому теплая серединка с каким-то просто фантастическим уровнем прорисовки, причем как тембров, так и всего музыкального пространства в целом. И, конечно же, слоистые и довольно продолжительные верха. Такой звук реально затягивает и не вызывает никаких вопросов относительно своей стоимости. Настолько бесшовно, сбалансировано и при этом естественно все звучит, что просто диву даешься. Очень круто. Из минусов могу отметить лишь выделение свистящих на плохо записанном материале. Частично это можно нивелировать при помощи пенок и серых насадок, которые с широким сердечником. Но небольшой акцент все равно остается. Вот такая вот особенность у данной модели. Ну и какие-то совсем уж простые источники здесь явно будут не к месту. В целом же наушники просто потрясающие. Мне, друзья, очень понравились. Правильный четкий тон, превосходная артикуляция, идеальные атаки и затухания, отличный макро и микроконтраст и очень комфортная, располагающая к себе атмосфера. Не совсем, конечно, универсально, но модель однозначно заслуживает внимания. А на этом у меня все. Это были гибридные наушники Fusion от компании ZKreal. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там много всего интересного. Собственно, пока.